Андрей Викторович, вам слово. Хочу спросить, видно ли презентацию мою? Пока не видно. Начала загружаться. Да, все видно замечательно. Видно, да? Спасибо. Я прежде всего хочу поблагодарить Алексея Михайловича Кушнира за приглашение на столь представительный форум. И считаю, что Алексей Михайлович один из немногих сегодня психологов, который раскрыл всю рабскую сущность интериоризации. В общем-то, как трактуемый и реализуемый сегодня, наверное, в массовой школе, как основную. Когда как бы ребенок сам не может, но с помощью вот некоторого просвещения он способен достигать что-либо значимого. Андрей Викторович, я прошу прощения, мы видим оба окна, и презентацию, и вердовский документ. Простите. Спасибо. Да. Значит, это, да, демонстрация кадра. Вот так я оставлю. Чудесно. Сейчас нормально, да? Так вот, о чем речь? О том, что существует, ну, как минимум, две парадигмы образования. Иногда их можно совмещать, иногда все-таки разделять. Вот мой вопрос Смолину был как раз именно о том, что воздействие на человека, как интериоризирующее, так сказать, развивающее, как некоторый внешний импульс, это один подход. Другой подход, ну, его назовем экстериоризацией, как некоторое раскрытие, выявление его сущности. И вот между этими двумя как бы подходами, позициями очень многотысячелетний водораздел существует. И, собственно говоря, мой доклад сегодня будет относиться только одному аспекту этого водораздела, который мы связываем с понятием образовательного продукта. О чем здесь речь? Значит, я принадлежу научной школе человекосообразного образования, в котором как раз именно экстериоризация, то есть выявление сущности, самореализация, это и есть образование. То есть это совершенно противоположный подход, который был назван предыдущим докладчиком. Мы считаем, что образование – это самореализация человека по отношению к себе и окружающему миру. То есть к тому, что вокруг него существует, и то, что заложено в нем потенциально. И если мы такую парадигму принимаем как основную, то вот эта вот проблема, я сейчас о ней скажу в заголовке, труд, это что, довесок к учебе, она решается. Значит, в чем эта проблема состоит? Дело в том, что если мы будем говорить только о так называемых производственных предметах, где возможна самореализация ребенка, ученика, то есть там возможен труд, тогда мы поневоле выведем эту всю как бы систему образовательную вне основной, то есть вне основных учебных предметов. И будем считать, что производственность – это то, что где-то происходит, ну, за рамками класса, там, очного или виртуального, любого, и это как бы типа дополнительного такого образования. Вот это то, что сейчас существует, на мой взгляд, и причиной того, что в том числе и идеи Макаренко и в образовании, и в воспитании не реализуется массово, это вот именно такое в сторону отведенное производство. Вот. И оно уменьшается во внимании особенно тех, кто занимается управлением образования в целом. Пример, я как-то проводил трехдневный семинар в школе, где меня, значит, привели в теплицу школьную, показать, что вот, что дети делают. Я спрашиваю, а вот продукцию, которую они выращивают, там, овощи, они что это вот реализуют где-то, продают это, продается, либо там в школе, может быть, столовой используется? Нет, сказали мне в этой школе, это они тут все изучают. То есть они вместо как бы реального дела и жизни изучают, как эта жизнь кем-то делается. То есть вместо
собственного производства, они занимаются изучательством вот этого самого производства. И это не редкость. Вот такие теплицы, которые не занимаются тем, чтобы создавать продукты, его реализовывать и так далее, как в жизни, а просто туда приходят с тетрадочками и записывают вот какие-то, значит, ответы. Так вот, на наш взгляд, самореализация может быть только в деле, в конкретном и реальном. То есть, когда дело имеет результат. И этот результат образовательный мы как раз и считаем образовательным продуктом. То есть понятие результата как продукта – это вот отличие нашего подхода от, скажем, интериоризации в развивающем обучении, которое является основной. Там как бы ученика, человека считается необходимым развивать. Непонятно зачем. Вот мы как бы это понимаем и говорим, для чего его нужно и учить, и обучать, и развивать, и так далее. Для того, чтобы он создавал продукт образовательный. Какого продукт? Два к нему критерия. Первый, он должен быть личностно значимым для того, кто его создает, то есть для ученика. И второе, обязательное условие, он должен быть востребован другими людьми, организациями, кем угодно. Вот если мы посмотрим, проанализируем с этих двух критериев нашу систему обучения, то мы увидим, что, как правило, ни личностной значимости, ни востребованности образовательных результатов, в общем-то, нету. От учеников требует совсем не это, не то, чтобы было значимо то, что делает ученик, и не то, чтобы это как-то было востребовано кем-то еще, а просто нужно сдать некие требования, экзамены, ЕГЭ и прочее. То есть кому-то другому нужно то, и ученика заставляют. Это рабская система. Она существует сегодня, и, может быть, не только в нашей стране. Так вот, если как бы изучать наследие великих педагогов, и Макаренко в том числе, можно увидеть, что там совсем другое понимание и результатов, и целей. И если там его дети делали электродрели и даже там, фотоаппараты, это и есть продукт реальный, настоящий. И в ходе этого происходило и обучение всех предметов. И математики, и истории, и чего угодно. Вот. Так что это вот наш подход, что труд не должен быть довеском к учебе, каким-то таким дополнением, а в любом предмете понятие образовательный продукт является главным. Дальше. Образовательный продукт в нашем подходе делится на две, как минимум на две составляющих. Это внешний продукт, который материализован. Вот примеры. И какой-то эксперимент, табуретка сделанная, числовые закономерности, там, лента Мёбиуса и как бы особенности и так далее. Это все, что можно показать, представить. Это внешний материализованный продукт. А ему, каждому продукту, соответствует внутренний, которыми являются личностные качества ученика. То есть его знания, умения, компетентности, способности и так далее. И, по сути дела, здесь и есть взаимодействие вот этого педагогика-космизма. Мы изучали и рассмотрели, у нас много есть статей, и основания именно философии русского космизма. То есть как бы образование, это смысл его, это взаимодействие человека, вселение в свою вселенную. Это слово-то даже отсюда происходит. И когда ребенок, да человек любой, создает внешние продукты, он тем самым как бы взаимодействует с внешним миром и вселяется в него. Вот такая концепция образовательного продукта. Если перейти уже к обучению реальному, то мы выделяем три вида продукции ученика. Это предметная, метапредметная и методологическая. Ну, предметных продуктов, примеров здесь вот несколько дано. Их, конечно, намного больше. Любой предмет учебный имеет возможность и необходимость создавать такой продукт, который был бы и значим ученику, и не востребован его окружением каким-то. Вот сказки, задачи, идеи, гипотезы, дефиниции, модели – это все предметные продукции. Метапредметные – это стоящие за. Значит, это мета и есть стоящие за, да, то есть за предметами, в их основе. И здесь тоже есть определенные продукты, которые перечислены в виде образов, символов, категорий определенных, первосмыслы, там, золотое сечение. Это чей продукт, какого предмета? Конечно, это метапредметный результат. А методологические – это оргдеятельностные продукты, которые
позволяют деятельность осуществлять. То есть поставленная ребенком цель, план его составленный, вопрос, который он задает. Вот по вопросам. У нас дети на конференциях, например, задают десятки вопросов. Если их чуть-чуть подучить, они их вообще могут, колоссальное количество и типов и так далее. У взрослых этого почти нет. Вот наша конференция, по-моему, не исключение. По-моему, кроме моих 2 вопросов, никто их не задает. Просто. Это как бы нет, не потому, что я критикую, а потому что вот эта вот интериоризация не предполагает никакого самовыражения, а только слушание. Вот есть Министерство просвещения, и всех, кто учится, называют слушателями. Вот они с ушами развивают свой, так сказать, слух и воспринимают, что им говорят. Да? Вот подход наш, он другой, конечно. Он направленный на действие самого человека. И что я хочу сказать о том, где мы наиболее, может быть, ярко реализуем эти концептуальные идеи, это конференции для школьников EIDAS, которые имеют и очную, и дистантную форму. Мы их проводим и в том, и другом виде уже давно. Во-первых, в них есть 3 типа продукции, которые представляются. Это исследование, проект, либо произведение. Я не буду подробно здесь пояснять, но, как правило, нужно понять, что есть что создает ученик, который представляет на защиту в этой конференции. И они, в отличие, вернее, в зависимости от того, какой тип продукции, такие к нему предъявляются и критерии. Еще очень важный момент касается того, что изучается, создается именно реальный объект, а не информация о нем. То есть у нас не допускаются никакие рефераты, ни описания, ни скачивания там чего-то из книжек или из интернета. Все это просто, даже не рассматривается никак. И иногда вот те ученики, которые к нам приезжают или там дистанционно участвуют и уже заняли со своей работой всевозможные места, представляют работу на 60 страниц, у нас получают очень низкие иногда баллы. Почему? Потому что у них просто собрана информация. И та система критериев, которая у нас существует, они ее не проходят. То есть личный продукт, его значимость, заказчики этого продукта, где действительно подтверждение, что есть заказ на этот продукт и так далее. То есть реальные объекты гораздо важнее, чем просто собранная информация о чужих знаниях. Обязательно создается продукт, а заказчики даже до уровня монетизации, у нас как будто высшая, так сказать, степень заказа, наличие заказа, это возможность кого-либо приобретать, покупать тот продукт, который образовательно создают ученики. Вот это вот как бы тоже критерий. Очень важно то, что у нас только разновозрастные секции, никакого... То есть это сама технология отработанная, разработанная, но не массовая, я бы сказал. Может быть, немногие первоклассников сажают вместе с 11-классниками. Мы это делаем, и делаем это принципиально, разработанная система. Конечно, коммуникации разработаны определенным образом, то есть нет ни одного неучастника, никаких слушателей, даже родители, которые приезжают со своими детьми там, в Санкт-Петербург или в Москву к нам на конференции, они все участвуют постоянно, непрерывно, у них есть функции, роли, они только и занимаются, что работают в конференции либо оппонентами, либо пропонентами, либо экспертами и так далее, жюри или рецензентами. Вот это вот как бы особенность. Поэтому я только кратко, пожалуй, говорю сейчас о том, что происходит. Вот пример этой конференции в Питере, где вот эти вот группы, эти столы, это как раз секции. Секции предметные, и они все разновозрастные практически. Вот. И детки, они как бы выступают перед своей секцией, потом лучшие мы заслушиваем уже перед всем залом. И вот в этом году очную конференцию, которую мы наметили, пришлось провести дистанционно весной, в апреле. И оказалось, что по результатам, когда мы анализировали, что у детей получилось, что дистанционная конференция оказалась более эффективной по очень многим параметрам. Я даже написал статью на эту тему, опубликовал ее в нашем журнале EIDAS, где действительно дети, например, одновременно задавали по каждой работе, там могли, до 40 вопросов задавалось по одной
хорошей, если работе, она вызывала интерес у детей. И я хочу сказать, что действительно мы уже проводим это давно дистантно. Вот 7-18 декабря будет очередная, уже 29-я дистанционная конференция для школьников EIDAS, на которой мы, в общем-то, эти принципы реализуем. Поэтому если есть дети, у которых продукция и предметная, и производственная, я приглашаю на эту конференцию наш сайт eidas.ru. А вопросы, которые будут, ну, можно задать их мне вот в чате, я попытаюсь на них ответить, или в Фейсбуке я тоже там присутствую, можно всегда будет обсудить какие-то заинтересованные вас вопросы. На этом я завершаю свой доклад и готов ответить на вопросы, либо услышать какие-то комментарии. Соколова Наталья Валентиновна, соавтор сайта «Правда о Макаренко». Спасибо за интереснейшее выступление. Для меня, пожалуй, это открытие. Но вот я сейчас пытаюсь соотнести. Наверняка вы слышали о том, что существует разрабатываемая Виктором Ивановичем Слободчиковым как психологом с точки зрения педагогики Владимиром Васильевичем Морозовым так называемое понятие «событийная педагогика». И вот те смыслы, которые я вижу в этих понятиях, я вот этого содержания не вижу вот в той модели, которую предлагаете вы. Что вы на эту тему можете сказать, если вы меня поняли и услышали? Ну, то, чем занимается Слободчиков, сонаправленно нашим исследованиям. И более того, Виктор Иванович, он рецензент одной из моих книжек педагогической инноватики в свое время был. Да, у нас есть сонаправленность определенная, но есть и отличия, конечно же. Если концептуально, это все можно познакомиться более подробно с нашей концепцией научной школы человекосообразного образования на сайте нашего института. Я могу ссылки дать. И, видимо, сопоставление данных подходов, как и любых других, необходимо и важно. И его сопоставлять необходимо по разным параметрам. Но один из них, это я вот сегодня назвал главный, это либо экстериоризация, то есть развитие человека как растение, росток, цветок, да, неизвестный причем для педагога, либо это воздействие, формирующее, так сказать, позиция по отношению к ребенку. Вот между ними есть тот раздел, который отделяет сразу, так сказать, на уровне оснований философских и методологических ученых и практиков. Вот в этом как бы, на самом деле, с концепцией Слободчикова мы сонаправлены. То есть у него субъектность основа, то есть он как бы находится вот по нашу сторону от этого водораздела. Андрей Викторович. Да. Вопрос из Полтавы. Да, пожалуйста. Моргун Владимир Федорович, профессор психологии, один из основателей Всесоюзной Макаренковской ассоциации в свое время, Международной Макаренковской ассоциации. Вопрос такой. Ну, для полемики, для дискуссии акцент на экстериоризации, интериоризации как бы правомочен. Но можно ли их разрывать? Если представить ситуацию ребенка в джунглях, то что с его экстериоризацией там случится без нормального социального окружения? То есть я к тому, что, очевидно, диалектическое взаимоотношение и экстериоризации, и интериоризации, тут цитировать можно Выгодского, Леонтьева, других корифеев психологии, очевидно, более продуктивно, реально и правильно. Спасибо. Ну, я уже говорил, конечно же, вы сейчас выразили ту диалектическую триаду, которая, так сказать, вот
давно разработана. То есть есть одна сторона, вторая и третья, как их некоторые объединения. Но сегодня то, что мы посмотрим на образование, на систему образования, в ней нет никакой диалектической триады. В ней сплошная интериоризация, то есть впечатывание, внедрение, и вы это можете увидеть и в словах, и в докладах, и в текстах, и в ответах на вопросы, что да, вот ребенок чистый лист, так сказать, там пустой сосуд, и на самом деле в него это все как бы просвещение вкладывается. Все нормы даже воспитательные. Вот недавно было обсуждение у нас на отделении программы воспитания, которые разработали сотрудники, значит, Института стратегии образования, где как раз под воспитанием, казалось бы, личная значимость и импульс детей имеется в виду, но на самом деле импульс там имеется в виду только тот, который воспринимает все внешне заданные нормы. То есть на самом деле там изнутри человек не воспитывается, а наоборот ему там предлагается все готовенькое, ценности, нормы, знания и так далее. То есть вот речь идет о, ну если уж как бы говорить об этой триаде, то хотя бы об ее гармонии какой-то, ее сегодня нету, почти отсутствует. Только даже министерство стало называться просвещением, да, а не как бы образованием. То есть воздействие и еще раз воздействие. Вот чем занимается сегодняшняя система и управления образованием, да, в общем-то, и политики в образовании. Это проблема. Спасибо. Спасибо за вопросы и внимание. Еще раз повторяю, я вот напишу, где можно будет обсудить более подробно и детально, позже уже форума. Дам в чате сейчас ссылочку. Спасибо. Большое спасибо за вашу информацию, очень интересно. Есть над чем думать нам. Огромное спасибо. Ваше видение проблемы, оно очень современно и по-своему звучит так, как нет этого в действительности. На самом деле это очень важно. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, ваш опыт общения с ребятишками на конференциях, вот то, что проходят, как вы считаете, почему мы, взрослые, меньше задаем вопросов, чем дети? И вообще не считаете вы, что сегодня почемучек и среди детей стало поменьше? Спасибо большое. Ну, почему? Потому что такая система образования. Значит, что есть в наших исследованиях? У нас есть данные статистические в результате педэксперимента многолетнего. Они состоят в следующем. Ученики начальной школы, примерно 30% детей начальной школы способны на творческую продукцию высокого уровня по нашей шкале. 30% детей. Если аналогичные данные мы проводили уже среди выпускников, то таких детей, которые способны были создавать высокого уровня продукцию, образовательную по их предметам, уже становится 3%. 10-кратное уменьшение креативного потенциала происходит за время обучения в школе. Здесь в 10 раз не реализуется, не проявляется ребенок и становится вот тем, кем он становится. А взрослый это еще в 10 раз меньше. То есть вот поэтому ребенок начальной школы, 7, там, 9-10 лет, потенциально, да и реально, в 100 раз примерно более творческий, чем взрослый, почти любой. А вопрос – это атрибут этой технологии, атрибут этих способностей. Вопрос важнее ответа. Поэтому как бы вот сама система образования, она как бы не дает возможности развивать в человеке и вопрошающую деятельность, и креативную, создавающую и так далее. Поэтому взрослые менее творческие, чем дети. И это доказывает вся практика, по крайней мере, нашего взаимодействия. Спасибо большое, Андрей Викторович.